Попытка прорыва границы. Армия идет в атаку. Изменение линии фронта. Большая потеря Украины. Срочное заявление украинского Минобороны. Армия РФ меняет тактику. Первая атака за всю войну. Военные бьют тревогу. Проблема признана. Тысячи погибших в течение первых часов после российского удара. Худший сценарий для Германии. И экстренная переброска войск. Более 10 тысяч военных в эти минуты движутся к восточному флангу НАТО. Для чего? Обращение к Минску и Москве. Зеленский говорит для белорусов и россиян. Заявление о смене Лукашенко и предложение Путину. Почему назвал Беларусь российским генерал-губернаторством? Авианосная группа США подошла вплотную. Приказ для армии и медиков. Больницы Израиля готовятся к переходу в режим чрезвычайного положения. Экстренные карантинные меры. Распространение нового вируса. Летучие мыши в деле. Лидер бомбоубежища НАТО обратилась к Путину. Двойная игра Трампа с Кремлем и требования Москвы к Белому дому. Услышит ли Вашингтон? Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет. Это «Время Прядку». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Я начинаю. Соратник Зеленского передумал идти на войну. Украинские соцсети гудят. Спустя 2 месяца после отставки главы Офиса президента Украины Ермака на сайте Национальной ассоциации адвокатов появилась информация, что Ермак восстановил адвокатскую деятельность. В его профиле, он в открытом доступе, сказано, что Ермак работал адвокатом до 20 февраля 2020 года, то есть до вступления в должность правой руки Зеленского. Параллельно с восстановлением права на адвокатскую деятельность Ермак пошел в суды добиваться снятия ареста со своего имущества, пишет главком. Но Высший антикоррупционный суд отклонил апелляцию Ермака. Его имущество по-прежнему под арестом. Главком обратил внимание на номер уголовного производства, в рамках которого НАБУ и САП провело обыски у Андрея Ермака. Это так называемое дело Миндича и Ко, масштабное хищение бюджетных средств в сфере энергетики. Однако, по словам директора НАБУ Семена Кривоноса, бывший глава Офиса президента не имеет статуса подозреваемого. Напомню, Ермак подал в отставку на фоне коррупционного скандала и следственных действий НАБУ в его доме в конце ноября прошлого года. В комментарии Нью-Йорк Пост он заявил, что после увольнения пойдет на фронт и готов к любым репрессиям. В Украине ТЦК, то есть военкоматы, подготовили серию поздравительных видеооткрыток для Зеленского в честь дня его рождения, который президент отметил 25 января. Об этом в своем телеграм-канале написал украинский нардеп Гончаренко и опубликовал несколько видео из разных областей Украины. На кадрах из Харькова видно, как 5 мужчин в форме выносят сопротивляющегося и орущего украинца из метро. А этот ролик, по словам Гончаренко, сняли в Ровно, судя по всему, в казарме военкомата. Там военные средь бела дня избивали мужчину. И третья так называемая поздравительная открытка из Полтавы. Представители ТЦК ворвались в магазинчик на автозаправке, схватили потенциального призывника, как заявляется, просто из туалета и запихнули его в свою машину. Гончаренко критикует подобные действия ТЦК и пишет вот о чем. Это уже настоящий флешмоб. Вся страна хочет поздравить Владимира Александровича. На следующий год вообще обряд инициации в верховные вожди будет. Напомню, экс-глава ГУР Буданов заявлял, что в Украине был нарушен процесс мобилизации из-за наглухо проигранной медийной кампании. Это была цитата. Кроме того, причина в амбициях определенных людей. Большая потеря Украины. 2 вертолета за несколько минут. Россия ударила по площадке воздушных сил Украины в Кировоградской области. Кадры публикуют Z-военкоры. Украина подтверждает потерю и пишет о первом боевом применении России дрона «Шахед» на ручном управлении с терминалами спутникового интернета Starlink компании Илона Маска. Об этом пишет Сергей Бескреснов с позывным «Флэш», который накануне стал советником министра обороны Украины по технологическим направлениям. Потеряны Ми-24 и Ми-8. Бескреснов уточняет, что все произошло в районе Крапивницкого, а опубликованные кадры демонстрируют автоматический захват цели и ручное наведение по изображению. Советник министра считает, что это первый пример применения новой стратегии России. Делаю вывод, что мы видим первое применение шахедов на Starlink. Эти шахеды с ручным управлением летели почти над самой землей, чтобы их не обнаружили РЛС. Ожидал ли я этого? Да. Предупреждал ли я? Да. Слушал ли меня кто-нибудь? Нет. Это все вызовы, с которыми нашей команде предстоит работать. И работать мы будем на опережение. Отмечу, что в российском сообщении о поражении вертолетов ВСУ не говорится о том, с помощью каких технологий был нанесен удар.
Двойная игра Трампа, хаос и непредсказуемость американского президента уже не является выгодной возможностью для Путина. Об этом пишет издание «Таймс». В материале говорится, что и хаос, и непредсказуемость могут стать угрозой. Авторы материала уточняют, что Трамп действует жестко, эгоистично и без правил. Он давит и на врагов, и на формальных партнеров, легко меняет позицию и может в любой момент переиграть договоренности. Россия видит, что такой президент не друг, а непредсказуемый игрок, от которого можно и выиграть, и сильно проиграть. Ключевой момент – Совет мира Трампа. Формально это приглашение для Путина и знак, что Запад не смог его изолировать, но на деле суть в другом. В этом формате Россия и ее статус теряется, и она становится просто одним из участников американского проекта, а не равным США игроком, как в ООН, говорится в материале. В Совете мира, где Трамп сделал себя пожизненным председателем, а большинство членов исполнительного органа — американцы, Россия была бы просто одним из участников в списке от Албании до Вьетнама. Как выразился один отставной российский дипломат: «Мы годами доказывали, что у нас особый статус в мире, а Америка просто предлагает нам возможность поучаствовать в очередном проекте тщеславия Трампа». В Кремле подтверждают, с напористостью Трампа справятся не все, он опытный политик, который думает о США и строит свою тактику на принципах сурового беспощадного бизнеса. Это была цитата. Методы, к которым он прибегает, они не совсем корреспондируются с нашими подходами о многополярном мире. Трамп все-таки является сторонником решения всего через коленку. По-русски он говорит, что решение через силу. По-нашему это решение нагибать через колено. И те, кто нагибаются, они будут дальше нагибаться. Главное, этого не делать нам. Но кто и как прогибается и на какие условия пойдет во время переговоров о мире, об этом продолжают рассуждать в мире. Появляются очередные детали прошедших на выходных переговоров в Абу-Даби. Об обеде за одним столом и возможной скорой встрече Путина и Зеленского вы уже знаете. Издание «Политика» уточняет, Киев и Москва обсуждали и то, как будут делить Запорожскую АЭС, ныне подконтрольную России. Пока соглашений нет, но стороны обсуждают фактически раздел АЭС между Украиной и Россией и совместное использование энергии. Обе стороны начинают представлять, что они могут получить от мира. Например, план процветания для Украины и некоторые возможности для России вести бизнес с Соединенными Штатами Америки, сказал второй американский чиновник. Очевидно, что сейчас между Европой и Россией крайне мало доверия, но мы хотим создать рамки, которые позволят начать новую парадигму и постепенно выстраивать доверие за счет демонстрации реальной деэскалации. На столе переговоров и отправка зарубежных войск в Украину после заключения мира. Россия эту стратегию отвергает, пишет «Нью-Йорк Таймс». Американские и украинские переговорщики обсуждали то, что Стив Уитков, специальный посланник администрации Трампа по мирным переговорам, назвал различными итерациями компромиссов. Среди предложений — размещение нейтральных сил в роли миротворцев на части территории Донецкой области или создание демилитаризованной зоны. Зеленский же накануне сделал два заявления. Одно обращение, адресованное белорусам, другое россиянам. Для Минска послание такое: белорусы еще могут повторить события 2020 года. Масштабные протесты и борьба за независимость впереди, считает Зеленский. Саму Беларусь он назвал российским генерал-губернаторством. Беларусь до сих пор вынуждена существовать как российское генерал-губернаторство. Сейчас, спустя столько лет после Костуся Калиновского, все, за что он боролся, по-прежнему актуально для Беларуси. Хотя для украинцев, литовцев и поляков это уже сработало. И актуально это не просто потому, что он был прав, а потому, что подлинную независимость и настоящую защищенность жизни белорусам еще предстоит завоевать. Пока что, к сожалению, белому шпицу Лукашенко оставлено больше прав, чем народу Беларуси. А второе заявление – это ответ Москве после переговоров. Приказа отводить войска с Донбасса не будет. При этом Зеленский заговорил о компромиссе, на который должны пойти не только Москва, но и США. Все знают нашу позицию. Мы воюем за свою державу, за свое. Мы не воюем на территории чужой страны. Поэтому я думаю, какие могут быть вопросы к нам. Да, это две разные принципиальные позиции. Украинская и российская. Американцы пробуют найти компромисс. Мы идем на то, что мы общаемся в трехстороннем формате. Это такие первые шаги для того, чтобы найти тот самый компромисс. Попытка прорыва границы. Армия РФ наступает на российско-украинском кордоне на северо-востоке страны. О том, что ВС РФ рвутся через государственную границу, сообщили в ВСУ. Интенсивность боев остается стабильно высокой. Наступление России не останавливается. Основные очаги — Волчанск и его окрестности, Лиманское направление, а также Купянск, где бои продолжаются без пауз, уверяют украинские военные. Никакой график войны не работает, нет ни спокойных дней недели, ни спадов активности. В Украине также говорят о поражении сил российской армии. Поэтому нельзя сказать, что это какой-то расслабленный режим. Хотя активность там ниже, чем на некоторых других направлениях в целом. Определенная опасность сохраняется. Сохраняется риск того, что россияне все же попытаются прощупать и найти слабое место на границе — это первое. И второе — сохраняется сильное давление на Лиманском направлении.
В российском Минобороны при этом заявляют об ответном огне, наступлении и продвижении на практически всех участках линии фронта. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские хутора и Захаровка Харьковской области. Экстренная переброска войск началась. 10 тысяч солдат из 11 стран, 17 кораблей, 20 военных самолетов, 1500 единиц бронетехники, ракетные системы и колонны военных грузовиков. Тяжелая техника в эти минуты движется в Германию. На фоне крупнейшего кризиса НАТО после спора вокруг Гренландии Альянс запускает самые масштабные учения года. Сценарий предельно прямой. Проверка логистики на случай отражения возможного удара России по странам Балтии или Польши и срочная переброска войск к фронту. Германия превращается в главный военный хаб Европы. Учениями руководит немецкий генерал Инго Герхардс. Задействованы силы быстрого реагирования, способные в течение считанных дней быть переброшенными в любую точку Альянса. Наше командование НАТО в Центральной Европе не только руководит этими учениями, но и отвечает за оборону территории Альянса от Атлантического побережья до Балтики. Steadfast Dart показывает, насколько важна Германия как ключевой узел обороны НАТО. Военные правительства бьют тревогу. Масштабная проблема признана. Германия шокирует выводом. Доклад о новой оценке рисков федерального правительства, в котором 38 страниц, говорит о масштабной катастрофе, если произойдет первый российский удар. Страна не готова защитить население от последствий применения химических боевых отравляющих веществ. Страну ждут тысячи погибших в первые часы после удара. Документ прямо признает, страна подготовлена неудовлетворительно. В докладе правительства моделирует реалистичную ситуацию. Противник концентрирует силы у восточных границ и наносит 3 химических удара по морскому порту, по сортировочной железнодорожной станции и по складу Бундесвера. Меньше чем за полдня погибнет 8500 человек, говорится в сообщениях, опубликованных изданием Bild. Последствия были бы драматическими. Только при атаке на порт, согласно анализу, в первые 15 часов следует ожидать 8500 погибших. Среди них были бы и первые спасатели, которые по приезду на место атаки не смогли бы сразу распознать, что применены химические боевые вещества, и в ходе работ подверглись бы заражению. Более 33 500 человек получили бы ранения, в том числе тяжелые. Немецкая система здравоохранения такого удара не выдержит, элементарно не хватит коек в больницах, они окажутся перегружены уже в первые часы. Ситуацию усугубляет и критическая нехватка средств защиты и медикаментов. Подкрепление и дополнительные средства защиты смогут прибыть из других регионов Германии, но на это тоже необходимо время. И к этому моменту, признают авторы анализа, значительная часть пострадавших уже погибнет из-за задержки медицинской помощи в зараженной зоне. Вывод доклада звучит тревожно и жестко. Стране необходимо переосмысление защиты населения. Авианосная группа США подошла вплотную. Армия ждет приказа. Войска переброшены на Ближний Восток. Верховный лидер Ирана может находиться в бомбоубежище, пишет Иерусалим-Пост. Высокая вероятность атаки. Не просто и в Израиле. Больницы готовятся принимать много раненых и оперировать пострадавших также в бункерах. В Израиле все медучреждения приведены в повышенную готовность. Об этом со ссылкой на достоверные источники сообщает Исраэль Хайом. По данным издания, накануне состоялось большое совещание в Минздраве Израиля. Руководство ведомства и крупнейшие клиники страны обсуждали переход к режиму чрезвычайного положения в случае начала боевых действий. Речь о новом витке войны между Израилем и Ираном. Официально режим готовности не введен, но все клиники должны быть готовы перейти на уровень D и включить красную оборону мгновенно после возможной атаки, говорится в материале. Параллельно глава управления гражданской авиации Шмуэль Закай направил письмо иностранным авиакомпаниям, в котором предупредил, что к концу ближайших выходных Израиль может вступить в более чувствительный период из-за меняющихся оценок безопасности в регионе. Армия Израиля также в повышенной готовности и отрабатывает экстремальные сценарии обороны и нападения. На территории Центрального военного округа страны начались плановые военные учения. Об этом сообщает пресс-служба Цахал. В маневрах задействованы несколько дивизий и гражданская администрация. Тем временем США заявляют об успешных переговорах с Нетаньяху. Посланники Трампа Уитков и Кушнер сразу после украинско-российской встречи в Абу-Даби отправились в Иерусалим. По словам Уиткова, переговоры с премьер-министром Израиля были посвящены дальнейшему прогрессу и планированию реализации второго этапа 20-пунктного плана Трампа для Газы. Дискуссии были позитивными и конструктивными. Обе стороны согласовали следующие шаги и отметили важность сотрудничества по всем важным для ближневосточного региона вопросам.
Кремль выдвигает требования Трампу. Мадуро, которого США дезориентировали секретным оружием и вывезли из Венесуэлы, нужно освободить. Об этом в интервью ТАСС заявил зам Лаврова Рябков. Необходимо настаивать на освобождении президента Венесуэлы, подчеркнул Рябков. И напомню, что Мадуро, покидая зал суда в Нью-Йорке, выкрикнул, что он является военнопленным. Первый шаг, без которого все остальное остается сугубо гипотетическим, это освобождение Мадуро и его супруги, сказал замминистра, отвечая на вопрос о том, готова ли Российская Федерация будет предоставить Мадуро убежище, если он окажется на свободе. Тяжелая ситуация. Объявлен карантин. Индия пытается остановить смертоносный вирус Нипах, вспышка которого началась в Калькутте, огромном и популярном среди туристов городе, где проживает 4,5 миллиона человек. Там скончалась пациентка, у которой был диагностирован этот вирус. Как пишут СМИ, женщина впала в кому, медикам не удалось ее спасти. Число лабораторно подтвержденных заражений достигло уже 5. Среди заболевших есть медицинские работники, из них 2 медсестры в тяжелом состоянии. В Калькутте экстренно ввели карантинные меры. По данным ВОЗ, летальность Нипаха достигает 40-75% и напрямую зависит от того, насколько быстро власти выявляют очаги и изолируют зараженных. Пути передачи пугающе знакомы. Вирус распространяется через инфицированные продукты от человека к человеку, а также попадает к людям от летучих мышей и свиней. Нипах долго может протекать скрытно, именно поэтому считается потенциальной эпидемической угрозой. Препаратов или вакцин для лечения этой болезни пока нет. Смертельно опасный и поначалу протекающий бессимптомно, вирус Нипах быстро распространяется и отличается высоким уровнем летальности. Власти Западной Бенгалии также направили около 100 человек на домашний карантин. Друзья, как всегда призываю, оставьте свое мнение в комментариях. Всем вам говорю спасибо за лайки и ваши ответы. Хорошего дня, хорошего начала недели и до встречи уже завтра.